Всем привет! Привет, дорогие наши зрители, дорогие друзья. Приятно вас видеть на канале 13 порций. Да, и мы сегодня небольшой группой, время обед, как говорится, война войной, но обед по расписанию. Поэтому еще все дети в школе, в садиках. Уже Снежана уехала в Снежана музыкальную уже школу учиться. с Максимом. Да, уехали учиться. А мы решили пообедать. Поэтому нам ничто не препятствует. Мы уже проголодались. Возможно, дети сейчас будут подходить. Да. У нас сегодня солянка. Солянка как в школьной столовой была, как в столовых была, как тушеная капуста. Но почему-то в детстве у меня называли ее солянкой. Тушеная капуста. И так готовила моя мама, и так готовлю я. Она у нас сегодня с курочкой, с бройлерной курочкой домашней и с картошкой-пюре. Вот именно так в моем детстве кушали дома у меня. Картошка-пюре и тушеная капуста. Также у нас овощная нарезка, торт, который мы еще едим, и сметанка. Приятного аппетита тем, кто кушает с нами. Мы очень рады, что вы с нами. Привет всем, кто нас знает. Мы сегодня разговаривали, звонили в разные города разным друзьям своим, и оказывается, все нас смотрят. Да, поэтому теперь передаем вам отдельный привет. Мы вас любим, помним. Очень любим и очень помним. Угу. Да. Так что приятного аппетита. У нас мы сварили компот сливовый, но у нас сегодня морс. Морс из малины с медом. Меня как-то на канале спросили, как я делаю. На канале 11 детей есть, как я заливаю мед медом. Мы его не варим, ничего не делаем, убираем в морозильную камеру. Ну, а также... И чтобы сейчас я тоже его не варю, а просто заливаю либо фильтрованной водой, либо кипяченой водой. Ну, вообще, как говорят, что в меде вообще ничто не пропадает. Если вот хороший мед, если залить, чтобы вот именно продукт был со всех сторон окутан медом, тогда... Это у него пасека, и он начитался, что якобы даже мясо можно так делать. Да, но это наука говорит. Мы, конечно, не экспериментировали, но знаем, что польза у меда есть в любом случае. Да. Очень вкусно. Пасеку, когда завел, сразу мне сказал, можно медом заливать мясо. Тогда оно храниться долго будет. Но я не делаю этого. У меня не хранится долго мясо. Да там все, что вот от пчелы, все используется. И даже сама мертвая пчела используется. В всяких настойках. Сейчас да. Пчеловод знакомый говорит, по ложечке пью. Там на вот мертвые пчелы настаиваются на водке, видать. И он каждое утро по ложечке говорит, вот не верил, вот он уже много лет сам занимается пасекой. Меня, говорит, всегда брали этих пчел. Я, говорит, так посмеюсь и все. А вот сейчас сам пробовал и говорит, о, разница-то, я, говорит, уже понял, что здоровье укрепляется хорошо. И вот он говорит, и легкие стали лучше у него работать. А мы почему не собираем мертвых пчел? А уже собираем, я же сказал. Уже собираем? У меня же много, говорю, будет мертвых пчел в этом году. Мы в этом году в зиму их плохо подготовили, потому что коронавирус был. Тут как раз самый сезон мы проболели. Я болела когда. Они были на пасеке, а я болела. И Ваня не мог выезжать. С пчелами очень работы много надо, и грибок травить, и что только не надо делать. А он как клещей, раз... не грибок. Ой, клещей. Я не понимаю, я вообще не... Я только мед накладываю, я туда вообще не лезу. Он занимается этим сам. Это его работа. Поэтому я не вникаю. Единственное, которые пчелы у нас дома стоят, улитки вот эти, ловим мы их. Да так смешно ловим. У нас тоже, кстати, на 11 детей есть ролик. Он весь в камуфляжном одежде, в этой штуке, роет, отловит. А я внизу в халатике стою, подстраховываю. Ловлю их. А так я вообще не лезу.
На пасеке один раз была в гостях. И все. Муж туда ездит с сыновьями. Может быть, в этом году и поездила бы, но заболела. Всё. Съела? Да ты моя хорошая. Что, будешь тортик кушать? Да. Ты моя умница. Пап, достань тарелочку, ложечку ей. Тихонечко, тихонечко. Тринь-тринь-тринь. И все слопала. Если останется, ничего, я дохожу. Давай, кушай. Тортик у нас еще домашний, который я делала. Ну, я вчера вечером, в общем, часов в 10 сорвался. Ой, сорвался. Кусочек с холодильничка, хопа, и съел. Света увидела, ну что ты опять? Я говорю, не могу. Как спать ложиться на голодный желудок, правда же? Соскучилась я уже по такой капустке тушеной. Вкусная. Да, вкусная. Очень. Ну, только я сама пила, съела. Вкусный тортик. Да. И солянка была вкусная тоже. М. На улице дождик моросит. Ну, он Сейчас такой. в комментариях, Ну, говори, Света. сейчас в комментариях, я не видела, Ваня мне сказал, он заглядывал на 5 минут. Говорит, кто-то спросил, как мы детей защищаем, одеваем дождевики или нет. Дождевики нет, у нас зонтики. Может быть, если бы был ливень, и надо было бы далеко ходить, дети ходят самое большое от ворот детского сада до группы, потому что на машине приезжают. Взрослые не оденут эти дождевики, они с зонтиками все, у нас у всех зонтики. У малышей тоже зонтики, но они самое большое ходят от крыльца школы до машины, до ворот, то есть вот тут рядышком. Остальное мы их возим на машине, очень страшно. Я вообще испытала большой стресс, теперь переживаю за детей. Уже рассказывала, что вчера заказали мы замок такой на калитку. Ключи дети теряют. Вот эта беда в Костроме с девочкой 5-летней произошла. Ну и все, у меня постоянно дети. Василиса 10 лет. Она сама со школы ходит. Здесь недалеко. Ну, кто его знает? Здесь даже первоклассники сами ходят, потому что не лес, а улица. Жилая улица, дома, люди тут постоянно ходят. И у них даже дети в детский сад вот так сами, некоторые самостоятельные ходят. Страшно, очень страшно. Ну и я боюсь за детей. Так вот куда-нибудь ехать. Даже Ульяна дома, мало ли что. Ой, ладно, о грустном не будем. Да, плохих новостей и так хватает. Очень хватает. Так что хорошие новости. У нас нет ливня. Да, у нас нет ливня, мы не носим дождевик. Да, и я хожу просто вот как хожу в Олимпийке и все. То есть я не успеваю даже промокнуть, там, моросить чуть-чуть. Ну и ходим, как Света сказала, недалеко. Вот мы жили в Бурятии, да, там ветер, ливень.
И все равно мы не носили дождевики. А мы возим детей. Мы оба водителя, у нас еще дедушка. Вот сейчас дедушка увез, потому что папа только пришел, дедушка увез Снежану и Максима На музыкалку. на музыкальную школу, да. Там он их заберет. Там тоже они только от крыльца до ворот, а там дедушка уже их заберет. Поэтому нет такой необходимости. Ну и не холодно так, что... Ну, а взрослые дети с зонтиками, они не оденут эти дождевики. Ну, Они уже красуются, все. Они уже взрослые. Так что... а я вчера Ваню в садик собирал. Привел в садик его. Ничего не подозреваю. Прихожу домой, и Свете звонят с садика. Не звонят. На WhatsApp написали: принесите, пожалуйста, Ване сменную обувь. Он в тапочках пришел. Январь месяц. В общем, ребенок ушлепал в домашних тапочках. Я думаю, ну весь меня, я однажды ездил на рынок здесь, на местный. Выхожу такой, иду такой, думаю, что так все на меня смотрят, ну, наверное, хорошо выгляжу. Ну, это так утрирую все, конечно. Потом приезжаю домой, захожу в ворота, в калитку, такой, опускаю глаза, я вообще даже не в тапочках, а в каких-то уличных таких, чуть ли не галошах. Женских. Да, в красных галошах. Женских. Думаю, ну теперь понятно, почему все на меня смотрели. Анюта, ты скушала весь кусочек тортика? Да. Да ты моя хорошая. Молодцы. Он пахнет как вкусно. Сметанка внутри. И малина. И клубника свежая я замораживала. Я ее с сахаром и с крахмалом сделала и проложила. Кстати, сейчас со знакомыми разговаривали. Она говорит, посмотрела твой рецепт, время 9:30. Говорит, давай быстренько, твой торт сделала. Привет, Вера. И что я сделала? Сделала, говорит, вкусный торт. Ну, видишь, он на самом деле очень быстро делается. Очень быстро, очень вкусно. Да. Не надо отдельно до пиков ничего взбивать, не надо ничего делать, да, дочь? Да. Мне нравится вообще. Всем нравится, просто семья уже заелась. А я нет. Ты как Снежана. У меня вот Снежанка, вот она же вообще вот ест-то, вот сейчас вот кушала перед музыкальной школой. Вот как цыпленок. Но она не уйдет ни на тренировку, ни в музыкальную школу. Так и вот в школу Сухой паек нельзя. обязательно наберет сухой паек. Вот набрала. Я потом то в машине этот сухой паек найду, то Вот еще обязательно. где-нибудь. Ей почему-то она боится остаться голодной. Она даже его не съест. Будет таскать. Сегодня Она булочки сейчас Она его и не ест. Сейчас бутылка минеральной воды, негазированной, и булочки 2 творожные, которые я вчера делала. Ой, ну беда. 2 даже, да? Максиму и себе. А, ну это да. Максим со школы будет, Максиму и себе. Не, кстати, сегодня может съесть, она же ждать его будет. Может, это Ну кушает. да. Беда прям. Постоянно боится остаться голодной. У нее везде эти вот нычечки лежат. Да. Ой, ну как вкусный торт. Я бы еще кусочек съел. Ну, на камеру сделаю вид, что я такой. Много не ем. Ой. Да, Аня? Да. Вы тетрадки сегодня отдали учительнице? Да. Отдала прям? Она забрала? Лишние, да? У нас Анюта все тетради носит. В общем, учительница не сдает тетради. Сегодня у нее было 3 по математике, потому что одну мы лишнюю уже заводили. Ну, то у нас ни одной нету, то у нас все. Да, доча? Да. 3 тетрадки. И по русскому 2. И вот я сегодня Анюту попросила, чтобы Анюта подошла к Валентине. Как зовут учительницу? Валентина Евгеньевна. К Валентине Евгеньевне. Да, я знаю. Я просто думаю, помнишь ты или нет. К Валентине Евгеньевне и отдала тетрадки.
Она забрала 2 тетрадки, и все. Ну, хорошо. Хорошо. Завтра Анюта идет к репетитору. Радуются, так что к репетитору идут. Репетитор математика, русский и литературное чтение, да? Да. Понравилось недавно видео было, где я палочками ел эти роллы. Ну, спасибо, что так переживаете за меня искренне. Многие так вот прям написали. Мне аж захотелось сегодня даже торт начать уже палочками есть. Ой, ну слушайте, вкусно очень. Кстати, вот торт, еще раз рекламирую вам его. Не поленитесь, попробуйте сделать. Вот он уже сколько, да? Ну, Ему ничего не стоит. позавчера вечером только сделали. вкуснее. Вчера целый день, сегодня. Но он стоит в холодильнике. Но сегодня его надо уже скушать. Ну да, сегодня. Сегодня. Мне нравится. Я сегодня вот... Он прям вкусный. Я постараюсь твое задание выполнить. Ты сама сказала на камеру, что сегодня его надо скушать. Я ж не тебе, а всем. Но я буду всем помогать. Кто-то же должен взять эту трудную задачу на себя. Инициативу, да. Да. Ну, а мы перекусили. Спасибо вам, дорогие друзья, что смотрите нас, что подписываетесь. И тот канал растут, и это приятно. Это мы даже... Вот этот канал 13 порций. Он раньше у меня назывался 60 секунд, и я почти на него не заходила. И все это время мы начали 13 порций, мы изменили, по-моему, в том месяце, в декабре, с 10 или с 11 числа. Ну да, и то, почему это Света предложила. У нас на основном канале всегда столы. И Света говорит, ну давай столы отдельно. Все равно же есть такое понятие, как мукбанг. Я так еще думаю, да ну что. И смотрите, и мы теперь здесь, и я теперь уже за. Я уже привык. Сначала стеснялись кушать, а сейчас уже нормально. Мы же вас уже всех знаем, поэтому что вас стесняться. Хотите тортик попробовать? Берите. Приходите в гости пробовать тортик. Тот, кто с нами кушал, вам тоже приятного аппетита. Всем. До скорой встречи, друзья. Пока-пока. Вы были на канале 13 порций.